Знакомься, «Мираж». Невидимая яхта длиной более 80 футов, покрытая зеркальными панелями. Это судно — настоящий шедевр современного дизайна. Его корпус отражает воду, небо и береговую линию, создавая иллюзию полного слияния с окружающей средой. «Мираж» выглядит так, будто она растворилась в пространстве. Зрители, увидевшие это впервые, буквально теряют дар речи. Создатели Mirage пошли дальше, чем просто визуальный эффект. Они разработали корпус, который издалека теряется на фоне горизонта, а на закате отражает оранжевые и розовые оттенки неба, превращая яхту в световую инсталляцию. Владельцы этой яхты не только богаты, но и любят провоцировать. Представляешь, каково это подплыть на почти невидимом корабле к берегу, где тебя ждут в порту? Интересно, что у этой яхты не только футуристичный внешний вид, но и продуманные технологии. Все материалы корпуса легкие, но прочные, а внутренняя часть оборудована умными системами, которые позволяют управлять яхтой с минимальным экипажем. Внутри ультра-роскошь, включая бассейн, кинотеатр и даже небольшую художественную галерею. Но что если я скажу, что размер — это тоже способ удивлять? Следующий герой — яхта, которая ломает все представления о частных судах, ведь она почти длиннее футбольного поля. Самая длинная яхта. Если в мире есть королева частных яхт, то это точно Азам. Когда ее спустили на воду, она тут же побила все рекорды. Более 600 футов длины. Для сравнения, это почти 2 футбольных поля, уложенных подряд. Это не просто яхта, это морской дворец, который носит на борту чуть ли не целый город. Адзам принадлежит члену королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов и считается символом богатства и технологического могущества. Что внутри? Гостевые каюты уровня пятизвездочного отеля, конференц-залы, вертолетные площадки, собственный театр и даже балетная студия. Да-да, ты не ослышался. На борту Азам можно устроить балетное представление. Огромная команда дизайнеров трудилась над тем, чтобы интерьер яхты был не просто роскошным, а уникальным, с инкрустациями, редкими породами дерева и мебелью ручной работы. Технически Азам тоже впечатляет. Она развивает скорость более 30 узлов, что очень быстро для такого гиганта. Ее силовые установки — это инженерное чудо, которое позволяет передвигаться на высокой скорости без вибраций и шума. Представь себе, ты находишься в каюте, смотришь фильм или пьешь коктейль, а судно мчится с бешеной скоростью, при этом ты почти не чувствуешь движения. Но и это еще не все. Владелец Азам специально заказывал яхту с системой защиты от пиратов и другими скрытыми технологиями. Конечно, это секретная информация, но слухи ходят. На борту установлены антипиратские лазеры, бронестекло и подводные сканеры. Возможно, мы никогда не узнаем всех деталей, но одно ясно — Азам — это вершина частного морского флота. А теперь представь себе корабль, который не просто велик, но еще и полностью питается энергией Солнца. Солнечный монстр Turner Planet Solar — это настоящая звезда среди солнечных кораблей. Это судно длиной почти 100 футов является крупнейшим в мире транспортным средством, полностью работающим на солнечных батареях. В его конструкции использованы более 5000 квадратных футов солнечных панелей, которые собирают энергию, обеспечивающую движение, освещение и даже бытовые потребности на борту. В 2012-м Turner Planet Solar стал первым солнечным кораблем, обогнувшим Землю. Это было не просто техническое достижение, это был символ новой эры чистой энергии. Команда на борту пересекала Атлантику, проходила через Панамский канал, огибала Африку и показывала миру, что устойчивое будущее возможно уже сейчас. Визуально Planet Solar — это нечто из научной фантастики. Его плоский корпус с огромными панелями напоминает космический корабль. Когда он идет по воде, кажется, что он парит, собирая солнечный свет со всех сторон. Внутри минималистичный, но функциональный дизайн, где каждый дюйм пространства оптимизирован для автономного плавания. Но самое удивительное — это тишина. В отличие от традиционных судов с ревущими моторами, Planet Solar идет почти беззвучно, лишь слегка шумя по воде. Он не выбрасывает выхлопных газов, не загрязняет океан и может двигаться бесконечно долго, пока светит солнце. Это мечта для экологов, футуристов и всех, кто верит в зеленые технологии. Но ты знаешь, что технологии могут не только экономить энергию, но и буквально поднимать лодку над водой. Летающий катамаран — это катамаран, который кажется, будто он нарушает законы физики. Почему? Потому что он идет не по воде, а над ней. Секрет в подводных крыльях, специальных конструкциях, которые при разгоне поднимают корпус над поверхностью воды, уменьшая сопротивление и создавая эффект полета. Это судно полностью электрическое, и его разработчики гордятся тем, что смогли соединить экологичность с потрясающей динамикой. Candela C8 развивает скорость до 30 узлов, а при этом потребляет в несколько раз меньше энергии, чем обычные катамараны. Представь себе, ты несешься по озеру или морю, но слышишь лишь легкое шуршание. Никаких вибраций, никаких брызг, никаких волн.
Особенность Канделы — это не просто красота и скорость, но и технологии. На борту установлена система автопилота, которая сама управляет подводными крыльями, стабилизируя судно даже на волнах. Внутри стильный скандинавский дизайн. Все просто, но со вкусом. Кандела C8 уже продается по всему миру и становится символом новой морской революции. Но есть лодка, которая не просто летает по воде. Она умеет нырять, как настоящая морская хищница. Акула Monster Sea Breacher X. Это не лодка, а настоящее морское чудовище. Представь себе, аппарат длиной 15 футов, выполненный в форме акулы, дельфина или касатки. Он способен прыгать из воды, нырять с резкими поворотами и выполнять трюки, от которых захватывает дух. Sea Breacher X управляется как спортивный автомобиль. Внутри два сиденья, руль, джойстики и педали. Создатели Sea Breacher вдохновлялись не столько яхтами, сколько боевыми самолетами и морскими животными. Этот аппарат способен разгоняться до 50 миль в час на воде и почти до 20 миль в час под водой. Он может делать мертвые петли, прыгать на 10 футов это в высоту и нырять на глубину до 6 футов. Для пилота и пассажира это похоже на американские горки в океане. Внутри панорамные окна, через которые видно подводный мир. Ты буквально видишь, как мимо проносятся рыбки, кораллы и водоросли. Управление требует сноровки, но по отзывам это одна из самых захватывающих водных игрушек на рынке. Sea Breacher X используется не только для развлечений, но и на шоу, в кино и даже для тренировок морских спасателей. Это пример того, как инновации могут превратить простое катание на воде в экстремальное приключение. Но ты думаешь, что это предел? А если я расскажу про яхту, которая выглядит как настоящий космический корабль и способна обгонять многих гоночных катеров? Гидрофойл болид. Вдруг видишь яхту, которая не просто скользит по воде, а мчится, поднимаясь над ее поверхностью, словно болид Формулы-1 на морском треке. Это Plectrum. Концепт суперяхты, вдохновленный гидрофойл-технологиями. Что делает ее особенной? При разгоне судно буквально взлетает над волнами, опираясь на подводные крылья, которые снижают сопротивление воды и позволяют развивать запредельные скорости. Plectrum поражает не только технологией, но и дизайном. Ее корпус выглядит так, будто его спроектировали инженеры Ferrari. Острые линии, аэродинамические формы, агрессивный силуэт. Но это не просто спортивная игрушка. Яхта длиной около 200 футов предлагает владельцам и гостям ультрароскошные каюты, бассейны, салоны и террасы. А что самое интересное, при необходимости Plectrum может сложить свои подводные крылья и превратиться в обычную яхту, например, для маневров в маринах. Но поверь, есть лодки, которые создавались вовсе не ради скорости. Некоторые из них могут поразить своими рекордами и спортивными подвигами. Французское крыло Hydropter — одна из самых необычных лодок, которые когда-либо выходили в море. Это тримаран, оснащенный подводными крыльями, способными приподнимать судно над водой при разгоне. Hydropter вошел в историю, когда сумел разогнаться до рекордных скоростей — более 50 узлов, что сопоставимо со скоростью легкомоторных самолетов. Французские инженеры разрабатывали Hydropter не ради роскоши, а ради рекордов. Он создавался, чтобы проверить, насколько быстро может двигаться парусное судно. Его конструкция включает длинные карбоновые балки, легкие корпуса и гигантские паруса, которые ловят малейший ветер. Когда все срабатывает идеально, судно начинает парить над водой, буквально взмывая на своих крыльях. Команда Hydropter преодолевала штормы, соревновалась с гоночными яхтами и показывала миру, что скорость — это не только дело моторов, но и инженерного гения. Проект привлек внимание не только любителей яхтинга, но и ученых, которые изучают гидродинамику и ищут пути сделать корабли быстрее и эффективнее. Но что если мы посмотрим не на спортивные рекорды, а на революцию в пассажирских перевозках? Есть лодка, которая меняет представление о том, как люди передвигаются по воде каждый день. Электропаром Candela P12. Первый в мире электрический паром на подводных крыльях, который уже начал работать в Швеции. Если тебе кажется, что экологичные лодки — это медленные и скучные суда, Candela разрушает этот миф. Благодаря своим гидрофойлам паром мчится над водой с потрясающей скоростью, экономя до 80% энергии по сравнению с традиционными дизельными судами. Что еще круче, Candela P12 практически не создает волн и шума. Его движение настолько гладкое, что пассажиры могут работать за ноутбуком, пить кофе и даже не замечать, что они находятся на воде. Внутри стильный минималистичный интерьер, напоминающий современный офис или салон бизнес-класса в самолете. Разработчики Candela называют свое творение летающим паромом, и это недалеко от истины. Судно оснащено умной системой управления, которая автоматически стабилизирует полет и адаптируется к погодным условиям. Это не просто лодка. Это целая транспортная революция, которая уже началась в Скандинавии и скоро может охватить весь мир.
Но если ты думаешь, что пассажирские перевозки — это верх инженерной мысли, то подожди. Есть яхты, которые поражают не скоростью и не технологиями, а своими невообразимыми размерами. Чудо Дилбар — одна из крупнейших яхт мира по внутреннему объему, и она способна поразить даже самых искушенных путешественников. Построенная немецкой верфью Люрсен, эта яхта длиной почти 600 футов обладает огромными внутренними пространствами, включая бассейн длиной почти 90 футов, крупнейший бассейн на яхте в мире. На борту Дилбар все сделано для того, чтобы владельцы и гости ощущали себя в настоящем плавучем дворце. Внутри десятки кают, спа-зоны, тренажерные залы, кинотеатр, 2 вертолетных ангара и даже собственный гараж для автомобилей. Экипаж насчитывает более 80 человек, которые обслуживают гостей с королевским комфортом. Технически Дилбар тоже вершина инженерной мысли. Ее силовая установка является одной из самых мощных среди частных яхт, позволяя развивать приличную скорость для такого гиганта. Но самое впечатляющее — это внимание к деталям. Дизайнеры работали с редкими материалами, уникальными мозаиками и ручной резьбой, превращая каждую каюту в произведение искусства. Но что, если тебе мало просто роскоши? Представь себе яхту, которая принадлежит одному из самых богатых людей на планете и символизирует не только деньги, но и власть. Яхта Безоса. Парусная суперяхта Джеффа Безоса, владельца Amazon, и одна из самых обсуждаемых яхт последних лет. Ее длина превышает 460 футов, и она стала настоящей сенсацией еще до своего спуска на воду. Почему? Потому что ради того, чтобы вывести Кору из верфи, в Роттердаме пришлось разобрать исторический мост, чтобы гигантское судно могло пройти под арками. Кору — это не просто роскошь, это символ статуса. Яхта выполнена в стиле минималистичной элегантности, с ультрасовременными парусами, системами автоматизации и роскошными апартаментами. На борту есть все, от бассейнов и спа-зон до вертолетных площадок и, как говорят слухи, собственного небольшого парусного судна для хозяина. Интересный факт. Многие миллиардеры предпочитают моторные яхты, но Безос сделал ставку на паруса, демонстрируя приверженность экологии и традициям. Кору уже стала иконой морского дизайна и, скорее всего, долго останется одной из самых узнаваемых яхт в мире. Но знаешь, есть яхта, которая не просто символизирует роскошь и власть, а превращается в настоящую экспедиционную базу с субмаринами, лабораториями и вертолетами. О ней совсем скоро. Яхта-исследователь Октопус — это не просто яхта, а настоящая плавучая исследовательская станция. Когда-то принадлежавшая Полу Аллену, сооснователю Microsoft, она до сих пор остается одной из самых известных экспедиционных яхт мира. Октопус длиной более 413 футов и может похвастаться невероятными возможностями. На борту есть 2 вертолета, подводная лодка, несколько тендеров, исследовательское оборудование и даже дайвинг-центр. Эта яхта участвовала в реальных спасательных миссиях, морских исследованиях и подводных экспедициях. «Октопус» оснащена специальным доком, в котором может разместиться мини-субмарина, позволяющая погружаться на глубины, недоступные обычным дайверам. Внутри лаборатории, жилые помещения для ученых, а также роскошные апартаменты для владельца и гостей. Это не просто роскошь ради понтов, а настоящий инструмент для исследований. Интерьеры Octopus — это отдельная история. Они сочетают ультрасовременные элементы с классическим морским стилем. Здесь есть музыкальная студия, кинотеатр, бассейн и даже полноценный спортзал. Неудивительно, что эта яхта пользуется огромной популярностью среди тех, кто хочет совместить отдых с настоящими приключениями. Но если ты думаешь, что это вершина роскоши, подожди. Есть яхта, которая предлагает гостям не просто удобство, а настоящее пятизвездочное курортное обслуживание прямо на волнах. Роскошный Малия. Малия — это суперяхта, которая выводит понятие «плавучий отель» на совершенно новый уровень. Ее длина около 200 футов, но внутри она словно целый курорт. Представь себе, на борту есть не только бассейны, джакузи и салоны, но даже собственный спа-центр с сауной, хаммомом и массажными кабинетами. Дизайнеры Малия сделали все, чтобы создать ощущение абсолютной расслабленности. Интерьеры выполнены в мягких тонах, используются натуральные материалы, а освещение продумано так, чтобы настраивать гостей на отдых. На борту есть даже полноценная площадка для занятий йогой и пилатесом, а для любителей активного отдыха — водные игрушки, включая гидроциклы и водные лыжи. Эта яхта идеально подходит для тех, кто хочет забыть обо всем и погрузиться в мир комфорта. Команда обслуживающего персонала всегда готова выполнить любое желание гостей, от приготовления авторских коктейлей до организации пляжных вечеринок на уединенных островах. Малия — это не просто транспорт, а настоящий опыт, который запоминается на всю жизнь. И вот мы дошли до финала.
Среди всех этих невероятных лодок, катамаранов и яхт можно увидеть одну простую истину. Мир морских технологий не стоит на месте. Он удивляет, шокирует и вдохновляет. И кто знает, какие еще суда появятся в ближайшие годы, чтобы снова перевернуть наши представления о возможном.